Всем привет, с вами компания Skyboard и как всегда Андрей и Евгений. Мы сняли уже много видео о том, что могут делать наши скутеры, как они могут ездить, максимальная скорость, дистанция на одном заряде и так далее и тому подобное. Но что же делать, когда вы получаете этот скутер? То есть приходит он к вам вот в таком вот виде фирменной коробки, металлической обрешетки, как его собрать и подготовить к эксплуатации. Давайте посмотрим вместе, погнали! Мы, как всегда, в солнечном жарком Китае, но сегодня он пасмурный, но жарким быть он не перестал. Вон там мы можем видеть очень красивые горы и куча всяких заводов. Здесь же один из наших сборочных цехов, наших Ситикока от компании Skyboard. И предлагаю начать. И первое, что нам нужно сделать, нам нужно избавиться от металлической обрешетки. Как это сделать? Здесь мы видим болты под шестигранник, но нам достаточно открутить только 8 болтов, то есть 4 здесь, 1, 2, 3, 4 и аналогично с другой стороны. Давайте это сделаем. Мы открутили наши болты, и теперь снимаем верхнюю часть металлической обрешетки. Вот. И убираем на долгое хранение. Кстати, из нее можно сделать мангал, но об этом в следующем видео. И теперь мы видим нашу коробку. Кстати, обратите внимание на качество картона. Смотрите. Ничего. Ну, давайте снимем. Вот. Ох ты, что же такое-то? Что же мы с вами видим, друзья? Вообще непонятно, как это собирать, что с этим делать. Ну, давайте разберемся и поможем вам, нашим дорогим клиентам, собрать и подготовить к эксплуатации эту модель. Кстати, это модель Ситикока BR20, одна из наших любимейших. Все комплектации и цены вы можете посмотреть на нашем сайте skyboard.store. Ну, давайте приступим. Так, и что же мы видим в нашей коробке? Мы видим стильную сумочку, мы видим багажный ящик. Кстати, что-то там есть интересное, мы это скоро узнаем. Переднее колесо с тормозным диском. И вот здесь у нас система управления, это руль. Здесь же у нас идет саппорт с колодками. Так, как вы видите, все у нас прихвачено к металлу. То есть, как бы, есть пространство для маневра, но все обложено вот такими вот поролоночками. Здесь у нас на проволоку задняя часть тоже прикручена к металлу, чтобы все было надежно, чтобы при транспортировке это никак не повредить. Ну все, давайте двигаться далее. Здесь мы обнаружили ключи, которые прикреплены при помощи стяжки. Давайте посмотрим, что это за ключи. Так, судя по всему, это ключи от чего? От багажника. Это как в квест играть, знаете, да? Нашли один ключ, посмотрим, к чему он подходит. Там найдем, может быть, еще какие-нибудь ключи. Да, подходит. О май гад! Давайте посмотрим, что у нас есть. Здесь у нас целлофановый пакетик, а в нем было когда-то зеркала. Зеркала заднего вида, отлично. Вот эта коробка зарядного устройства. Кстати, мощное 4-амперное зарядное устройство зарядит ваши батарейки намного быстрее, чем какие-то аналогичные 2-амперные, которые используют недобросовестные поставщики. Поэтому это очень большой плюс. Здесь набор инструментов, подножки и остальные ключи. Отлично, квест выполнен. Посмотрим, что у нас есть еще. Руководство по эксплуатации электроскутера Skyboard. Здесь у нас все в картинках на русском языке. Все просто, понятно. Давайте что-нибудь найдем, прочитаем. Вот. 2. Спидометр. Отлично. Гарантийная сервисная книжка. Здесь происходят записи обо всем, что происходит с этим скутером, да, то есть какое-то техническое обслуживание или ремонт и что угодно. То есть это не выкидывать, храните, вообще уже храните все. И водонепроницаемый чехол, о котором мы много раз уже говорили. Он действительно водонепроницаемый. Мы это и доказывали в наших других видео, которые вы можете посмотреть на канале Электроскутеры Skyboard. В прошлых видео мы не затрагивали тему ключей, имеется в виду гаечных ключей. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот они, красавцы. Давайте откроем и достанем. Смотрите, это металлический ключ, хромированный, ванадиевый, 14. Здесь у нас вот такая, и здесь вот такая вот головка. Смотрите, насколько он прочный. И ничего с ним не происходит, ни царапинки.
ничего. То есть инструменты у нас довольно-таки высокого качества, которые помогут вам разобрать или собрать ваш скутер. Ну да ладно, предлагаю двигаться дальше. Далее нам нужно приделать. Далее давайте установим наш руль. Он устанавливается при помощи вот таких вот двух зажимов. Здесь один, здесь второй. И также сюда же устанавливается у нас спидометр. Как вы видите, все рядом и все интуитивно понятно. Давайте займемся этим. Здесь очень жарко. На улице 40, здесь тоже 40, и даже неизвестно, где жарче. Это просто ужас. Я думаю, по мне видно. Так, ну давайте присоединим наш спидометр. Это довольно-таки легко. Смотрите, главное, что не забыть подцепить вот эту вот фишечку. Эта фишка у нас на аварийке. Оп, кажется, я ее подцепил. Соединяем два технологических отверстия, как говорил наш трудовик. Когда ему говоришь дырка, он говорит, дырка у тебя в штанах. А это технологическое отверстие. Теперь берем нашу пару, тяжеленькая, и вот этой вот технологической дыркой надеваем на вот этот же болт, да? Нам главное сейчас прихватить, потом выровнять. О, смог. Оп, раз, два, три, 4, 5, 6, готово. Отлично, я смог это сделать один. Так, и прихватываем нашим шуруповертом. Так, настала очередь авариек. Это уже становится на что-то похоже по сравнению с тем, что мы получили изначально. Просто скелет. Здесь все элементарно. Выкручиваем вот эти два болтишка, берем аварийку и вот так вот сажаем. Так, ну приходим мы к самому интересному, а это установки переднего колеса. Но для того, чтобы установить переднее колесо, нам нужно освободить заднее колесо. Мы просто вот так вот чуть-чуть подвернем и перекусим. Оп, готово. Теперь нам нужно избавиться от этой вот висюльки. Тоже просто. Ну ладно, думаю, вам это встретить незачем. И теперь нам нужно избавиться вот от этого вот момента. Как это делаем? Просто здесь придерживаем ключом. Здесь это ось нашего переднего колеса. Она просто вот так вот закреплена. Здесь придерживаем ключом на сколько? 17. Здесь же берем вот такой вот шуруповертик и крутим в другую сторону. Вот. Все, круто. Чуть-чуть приподнимем и извлекаем. Так, теперь мы избавляемся уже наконец-то от этого металлического каркаса. Вот. Отлично. Приступаем к сборке переднего колеса. Так, ребят, при сборке колеса не забудьте одну очень важную вещь. Вот эта вот красивая штучка, это называется тормозной диск. Он должен быть по ходу скутера с левой стороны. С левой стороны, чтобы на него надеть саппорт с колодками. Для этого его нужно, кстати, не забыть отрезать вот здесь. Также он прикреплен на стяжке, чтобы ничего не разболталось, не билось. Вот. Все, готово. Я не знаю, кто изобрел вот это, но это неубиваемая штука, реально. И вон там за моей спиной это наш консультант. Он просто бог в сборке их. Он может это сделать один за буквально 5 минут. Мы же с подробными рассказами берем немножко больше времени, но даже без всего на скорость он нас явно обставит. Ну, давайте продолжим. Как же нам установить наше колесо? Смотрите, у нас есть вот такая вот ось, и на ней две вот таких вот детальки. Обратите внимание, это очень важно. Они немножко разного размера. Смотрите, видите? Вот это вот чуть-чуть подлиннее. Та, которая длиннее, должна быть по стороне нашего тормозного диска, соответственно, по левой стороне хода скутера. То есть мы ее надеваем вот сюда. Затем мы продеваем нашу ось через амортизаторы, через колесо. Затем прихватываем вот этой частью с другой стороны, то есть колесо у нас между, и затягиваем. Давайте это сделаем. Так, теперь нам нужно приделать одну из важнейших частей, а именно тормоза. Вот, посмотрите, кстати, здесь видно такие колодки, довольно-таки толстенькие, да, мощные. Как это делается? Мы просто вставляем диск между колодок, или колодки, обхватывает диск, как вам больше нравится, и должны совпасть вот эти вот два пазика. Раз, два. Как это сделать? Просто берем, насаживаем болтишок. Один, второй. Ого, прикинь, идеально попал. Отлично. И давайте просто их
затянем. Раз, два. Все. Готово. Кстати, обратите внимание на наш студийный свет от трехколесного Siticoko BR40 Trike. Кстати, обзор на него и на все эти модели вы можете посмотреть на нашем сайте. А сейчас давайте продолжим уже наконец собирать. Эту модель осталось немного, и мы закончим. А крыло переднее у нас сзади, но оно не приклеено, оно просто вот так вот надето. Снимаем и давайте его поставим, чтобы придать нашему мотоциклу более мотоциклетный вид. Тут вообще все элементарно. Мы просто берем, насаживаем наше крыло, чтобы вот это отверстие совпали с отверстиями на нашем крыле. Вставляем болтишок, находим. Давайте вот этот видно хорошо. Находим и закручиваем вместе с вот такой штучкой. Находим, насаживаем. Аналогично делаем с этим же отверстием и с другой стороны. Двигаемся далее. Сейчас нам нужно установить наш супер крутой багажник. Для этого берем вот такой вот девайс, два вот таких вот пухляша. Поворачиваем вот этой стороной. Обратите внимание, да, какой стороной. Совмещаем наши технологические отверстия, вставляем, вставляем, и все, и затягиваем. Крепко. Так, теперь берем наш багажник, ставим его вот сюда. Вот такие крепления, они лежат непосредственно в багажнике. Так, что же нам с ними делать? Мы берем это крепление и заходим снизу. Далее все просто. Мы просто совмещаем наш болтик, накидываем гайку. Оп. Накидываем гайку, как сказал. Только накидываем. Так, это в какую? Вот в эту сторону. Да, отлично. И делаем аналогичную процедуру еще 3 раза. Для вот этой стороны и чуть-чуть ниже для второго крепления. Мы прикрепили наш багажник, немножечко его протянули. То есть вот так вот наши крепления прижимают его вот этой конструкции. Ну а теперь последний шаг. Мы должны установить наши поворотники и тормоз сзади. Это делается супер просто. Берем опять два таких пухляша. То есть помните, да, когда с такой конструкцией работаем, берем только пухляши. Продеваем, роняем, роняем второй, продеваем, насаживаем, роняем. И в конце протягиваем. Ну, вроде бы мы все собрали. Давайте откроем наш батареи-хранилищный отсек. Оп. Батарейка здесь есть дополнительное место под дополнительную батарею. Кстати, один важный момент, когда вы устанавливаете багажник, отодвигайте его максимально назад, чтобы сидушка спокойно ходила, и мы могли получить доступ к нашим батарейкам. Так, ну вот и все, скутер готов. Скоро мы отправимся в дальнее плавание на нем. И сейчас давайте пройдемся по всем нашим основным моментам, по всем креплениям. Так, что же, где мы прикрепили? У нас, получается, сейчас прикреплен задний свет с поворотниками. Вот эта конструкция багажник. Все, больше сзади мы ничего особого не делали. Правильно? Правильно. Двигаемся вперед. Вся основная работа была проделана спереди. И по порядку, как мы это делали. Мы начали с установки руля. Затем мы установили спидометр. Затем на этот же блок мы посадили нашу фару. Потом мы перешли к колесу и тормозам. Колесо, тормоза мы установили вот на вот эту вот конструкцию. Посмотрите вот сюда. Ага. Напоминаю, что порядок сборки очень важен. Весь порядок вы видели, мы вам все вроде бы показали. И установили крыло. Также поворотники и кое-какие мелочи. Мы пробежались по всем болтам. Кстати, настоятельно, внимание, рекомендую после сборки еще протянуть все болты, особенно такие силовые, которые держат тормоза, которые держат колесо. Это очень важно, не забывайте, да, что это нужно делать всегда. Ваше внимание, ваша безопасность. Так, ну и посмотрим, что у нас осталось. Как у настоящих русских ребят у нас осталась куча болтиков. Но на самом деле мы использовали и прикрутили все, что надо. Это просто запасные части. Также подножки катафоты. Это ваше домашнее задание. У нас осталась сумочка, которую можно легко установить. У нас остались зеркала. Думаю, с зеркалами у вас тоже никаких проблем не возникнет.
Здесь у нас зарядное 4-амперное устройство и наши книжечки. Ну что, пора разбить бутылку с чаем и наш корабль. Теперь мы готовы ехать. Видите это мерцание на заднем плане? Это наши красавцы-байки. Празднуют день рождения вот этой модели BR20. Он полностью собран, он готов к эксплуатации. Я надеюсь, он нас не подведет. Давайте включим его. Да, звуковой сигнал говорит о том, что мы готовы ехать, и мы поедем. С вами были Андрей и Евгений, компания Skyboard. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, пишите нашим консультантам, мы всегда вам поможем. Приятных вам покатушек!